сюжет не собирается останавливаться. Нанахоши Шизука смертельно больна, и в поисках лекарства Рудиусу приходится снова вернуться на демонический континент. А про все различия 9 серии аниме «Реинкарнация безработного» с новеллой расскажу вам я, Steel. Ведь вы на канале Steel Editing, и здесь я рассказываю про все, что мне интересно. 9 серия стартует через 3 дня после того, как Нанахоши отключилась. Юрзу искупления взялась лечить японку, но для переноса жизненной силы ей нужен донор. И Сильфи вызвалась на эту роль. Да, все те мемы с ревнивой Сильфиетой, которые заполонили интернет, были всего лишь мемами. Затем приходит Перугиус, и Караванте Проницательность докладывает, что он не видит никаких внешних влияний на тело Нанахоши. И здесь в аниме вырезается кусок мысли Рудиуса о том, что абелка древнего духа Караванте в том, чтобы видеть способности и тайны всех, кого он видит, а в случае болезней – причины и очаги распространения. Прямо их ходячий рентген. Вы правильно поняли, не все из 11 духов Перугиуса боевые. Старый дед мощно подготовился к будущему конфликту с Лапласом, когда тот воскреснет. Ну и так как вряд ли в аниме это расскажут, то прозвища всех духов таковы: пустота, тьма, сияние, волна, жизнь, землетрясение, время, шторм, разрушение, проницательность, ярость и искупление. Еще в этой сцене вырезано то, что после отказа Перугиуса от помощи Руди, тот телепортировался обратно в Шарию и связался с Рокси. Из-за болезни Нанахоши Рудиус и Сильфи задержатся, поэтому Рокси временно становится главой семьи и даже берет отпуск в университете. И если кто не допер, то в аниме Рудиус, когда вспоминает о фильме, в котором пришельцы заразились земными болезнями и вымерли, он имеет в виду экранизацию известнейшей войны миров Герберта Уэллса. А теперь давайте поглядим, что у нас по адаптации. В этой серии аниме адаптируется 2,5 главы 14-го тома под названиями «Плач» и снова на демонический континент и в поисках Киширики. То есть у нас будет средний объем вырезни. И на всякий случай я вам напоминаю, что в первой части 3-го сезона будет 14 серий. Затем будет перерыв, после которого нам покажут еще примерно 12 серий. На следующий день собирается совет, и Сильварил объявляет, что Нанахоши страдает от иссушающей болезни. И в ее объяснении то тут, то там снова вырезается строчка или полстрочки. Ее объяснение Рудиус интерпретирует так, что мана — это как бактерии. Есть хорошие, есть плохие. И хорошие борются с плохими. Таким образом, люди не превращаются в монстров, ходя по местам, где много маны. Например, по подземельям. Если вы смотрели только аниме, то вы не знаете, что в этом мире трупы не хоронят, а сжигают. А иначе они напитаются внешней маной и превратятся в зомби. Именно поэтому Рудиус сжигал тело Паула Грейрата после боя с Гидрой. Это была его обязанность как мага. Вообще, все, что связано с маной и подземельями, лучше узнать из моего видео по подсказке справа сверху. Ведь в аниме, как обычно, вырезается лор. Итак, Перугиус решает в качестве временной меры остановить время для тела Нанахоши с помощью силы Сукиакота Время, духа в противогазе, который также будет заморожен во времени вместе с ней. Но это все, чем бронированный король будет помогать, ведь его задача снова убить Лапласа, когда тот воскреснет. И в аниме специально добавляют объяснение про Лапласа, ведь из первого сезона была вырезана вся хронология мира. Все 3 человека демонические войны, изначальная война богов и все то, что было на фресках под замком Перугиуса. Спасибо, что хоть про воскрешение главного демона рассказали. Но тут Клифф взрывается тирадой про то, что сильный обязан помогать слабым. Как жаль, что его милисская мораль никак не аффектит на 500-летнего деда, который за свою жизнь навидался всякого. Ну и под конец он закатывает Клиффа в асфальт фразой «Помогая людям, не полагайся на других». Вся эта сцена в аниме идет в точности по новелле, за исключением того, что в книге Элинолис вскочила
и обхватила Клифа со спины, чтобы он, не дай боже Милис, не напал на короля драконов. Затем в зал заходит Юрзу, и здесь в аниме вырезан ее диалог с Рудиусом. Она сообщает, что хоть Нанахоши и пришла в себя, мана, скопившаяся в ее теле, все еще ее убивает. Сама Юрзу не может извлечь ману из ее тела, и Рудиус судорожно ищет решение. Ему на ум приходит манопоглощающий камень, те самые чешуйки Гидры. Но нет, они работают только против чужой маны снаружи тела. И тогда все друзья решают навестить Нанахоши. В лазарете было пустынно. Здесь была та же мебель, что и в комнатах для гостей, но интерьер был выполнен из камня без окон. В центре комнаты стоял своеобразный операционный стол, а также шкаф с ножом, бинтами и другими медицинскими принадлежностями. Нанахоши лежала в кровати в углу комнаты. В аниме же Нанахоши поместили просто в обычную комнату. Затем все наперебой пытаются утешить больную, но без толку. После чего Элина Лис говорит, что ей нечего сказать, и в комнате остается только Рудиус. В книге все было с точностью до наоборот. Первые ушли Ариэль с Люком и Заноба. Клифф хотел остаться, но его потащила Элина Лис, и уже почти закрыв дверь снаружи, сказала, что «У нас нет слов, которые мы могли бы ей сказать». Согласитесь, в новелле сцена имеет другой окрас. В общем, остается только один Рудиус, и в ранобэ здесь целых 2 абзаца текста его мысли о Нанахоши и о том, что, продолжив исследование, в принципе она могла бы вернуться домой, но теперь, учитывая болезнь, это почти нереально. Он опасается, что она опять впадет в буйство, как это уже было, поэтому он должен остаться с ней. И это происходит. Не настолько разрушительное буйство, как в прошлый раз, но не менее душераздирающее. Это очень мощная сцена, и надеюсь, она проняла и вас. А как отрабатывает Вакаяма Шион Сэю Нанахоши, мое почтение. Обязательно пересмотрите эту сцену с оригинальной японской озвучкой. И еще, погуглив, я был удивлен, что она озвучивает и Перлику из Энфилда. Сам же монолог Нанахоши особо не поменялся относительно первоисточника. Да, несколько тейков о глупости этого мира было вырезано, но не критично. Разве что можно упомянуть то, что в книге она говорит, что специально не ходила в места крупных скоплений людей, чтобы не подхватить заразу. Собственно, по этой же причине она всегда носила маску. Но, как мы помним, в аниме на это забили. Рудиус же забивать не намерен и твердо решается помочь Шизуке. Чисто технически она ему вообще никто, и звать ее никак, но он просто не может бросить ее. И когда мне пишут в комментариях хейтеры: «Да что вообще хорошего есть в этой вашей реинкарнации PDF-файла?» Хочется просто скинуть им эту картинку. Итак, Рудиус приходит к Перугиусу, который, казалось, ждал его. И здесь мы узнаем, что Орстед на самом деле сравнительно молод, и ему около 100 лет. Даже Перугиус его старше. В книге, прежде чем вспомнить про Киширику, Рудиус еще раз задумывается об альтернативных способах излечить Нанахоши. Например, о создании устройства по высасыванию маны на основе изобретения Клифа, но отбрасывает эту идею. И у нас снова рубрика «Ляпы в лицензионной озвучке». На этот раз великую императрицу Киширику Киширис назвали императрицей драконов вместо императрицы демонов. Это уже не ляп, а ляпище. Затем Рудиус объясняет свой план всем остальным. И эта сцена сильно урезана по сравнению с оригиналом. Под нож пошли целые абзацы мыслей Рудиуса. Выбирая Занобу, он вспоминает Гидру и ее устойчивость к магии. И то, что теперь ему нужен сильный физушник. Слушая слова Сильфи, он думает о том, что в этом мире, похоже, считается, что ребенок может спокойно расти и без родителей. В общем, в аниме сцена выглядит пустоватой. Но пустовато никогда не бывает на моем бусти. Там по-прежнему лежат видео в раннем доступе, а также целый каталог реакций на всевозможные аниме. Поддержать можно по ссылке в описании или отсканировав QR-код. Спасибо всем, кто уже подписан, но отдельное спасибо DSV, Happy Bro, Грогу, Йошаки Хисаки, Onyx Драгону, Рамазану, Николаю Бондаренко и Найт Киви.
Далее в аниме Рудиус возвращается в поместье. И здесь сцену расширили, добавив реплики персонажей. Ну, как расширили, так и урезали. Ведь зачем показывать зрителю то, как Рудиус подготавливался к этому походу, верно? А тем временем в книге было учтено вообще все. Например, что телепортационный круг может отключиться. Поэтому Рудиусу был выдан такой же свисток, который использовала Нанахоши. Рудиус взял с собой много денег, свитков с духами света, карту со всеми телепортами, а припасы погрузили на Занобу. Дальше идет сцена отправления. И здесь в аниме снова вырезаются мысли Рудиуса о том, что если обычно телепорты двухсторонние и маршруты между ними указаны на карте, то Перугиус для него сделал телепорт, который ведет к одному из телепортов, который ни с чем не связан. То есть у него есть возможность перемещаться вообще по всему миру, буквально не вставая с трона. И естественно, настолько читерной магией он явно не будет делиться. Затем в аниме герои выбираются из подземелья, а это значит, что у нас напрочь вырезана целая сцена. В книге их телепортирует в затхлое и темное помещение без дверей. Обшаривая стены, они обнаруживают, что одна из стен не глухая. Заноба ломает эту стену, и они оказываются в месте, похожем на темницу, пол которой устлан огромным количеством разных костей. Очевидно, эти кости принадлежат различным расам демонов, точнее, демонам-узникам. В общем, зрелище ужасающее. Кто-то их собрал в одном месте и запечатал люк, ведущий на поверхность. И Заноба ударом руки сносит крышку люка вместе с валуном, запиравшим его. В аниме же ничего такого не было. И уже после этого они все вместе подходят к краю и видят один из великих городов демонического континента — город Рикарис. О, сколько у Руди хреновых воспоминаний осталось о нем. Как обычно, на входе в город стоят стражники, только в этот раз они все одеты в черные доспехи и выглядят куда строже, чем те, что были раньше. В городе явно что-то поменялось, но это вам затравка на следующую серию. Дальше в аниме в быстрой музыкальной перемотке показывают то, как наши приключенцы бродят по Рикарису. И, кстати, в аниме Рудиуса явно обманули с обменом денег. В книге четко сказано, что им за монеты Раноа выдали около сотни зеленых монет, тогда как в аниме их всего 8. И еще в аниме совершенно непонятно, зачем Рудиус снова пришел в гильдию авантюристов и общался с местной распорядительницей. В книге же он не только обменял деньги, но и вывесил заказ на поиск маленькой девочки с фиолетовыми волосами, которая обожает смеяться безумным смехом. Еще на доске заказов он увидел старый запрос от поисковой группы Фитоа. Причем на выцветшей бумаге в качестве контактного лица до сих пор был указан Пауло Грейрат из Мелишиона. И Рудиус переписал объявление, оставив координаты Альфонса из лагеря беженцев. Все-таки зря в аниме убрали этот момент. Стоило еще раз напомнить зрителям то, что мы смотрим за целой жизнью одного отдельного человека. Кого еще жизнь не щадит, так это Нокопару, который не только постарел, но и походу рисовался спустя рукава. Их разговор не претерпел серьезных изменений, за исключением интересной детали. В книге конь говорит, что ради Элина Лис сделать все за полцены. В аниме же он говорит, что сделает все за полцены ради Рокси. Выводы делайте сами. Еще в аниме вырезан диалог Рудиуса и Элина Лис, которая объясняет Серокрысову, что Рокси давным-давно была в одной группе с Нокопарой. А еще Лиза хвалит Рудиуса за то, что он не стал мстить коню за его подставу многолетней давности. Затем в аниме Рудиус говорит, что не нашел никакой информации о Джалиле и Вискел, авантюристах, которых он впутал в подмену заданий гильдии. В книге же он нашел информацию про них. Джалил погиб, пытаясь приручить очередного зверя, а Вискел, потеряв друга, попросту ушла из города. Затем в аниме снова появляется Нокопара, только уже с информацией. И здесь его диалог с Рудиусом серьезно порезан. В аниме это лишь набор сухих фраз. В книге же Рудиус догадывается, что по какой-то причине стражникам выдали портрет взрослой Киширики. Вот они и ищут не того человека. А еще, когда Рудиус случайно называет бодигади по имени, Нокопара прикрикивает на него, ведь он все-таки их король. Если вы аниме-онли, то вы наверняка не знаете, что бодигади король всего региона Биегоя, к которому относятся и Рикарис, и деревня Мигурдов. Далее в аниме
Элина Лис и Клифф отходят, чтобы купить еды. А тем временем в книге, после разговора с Накопарой, Заноба вызывается посетить королеву Атофи с визитом, как принц королевства Широн. Думаю, не надо говорить, что демоны даже никогда не слышали о такой небольшой стране людей, которая находится на другом краю мира, и выгнали его. Занобу это, конечно же, задело. И только после целого дня на ногах они решили передохнуть и перекусить. А Рудиус магией земли сделал сидение для всех. Рудиус из аниме же поленился сделать даже это. Итак, к Клиффу приходит нищенка, которой он, как учит святой Милис, подает еду. И нищенка оказывается великой императрицей мира демонов Киширикой Киширис. Все как в прошлый раз, когда Рудиус встретился с ней по совету Хитагами. Даже анимацию взяли из первого сезона. С одной стороны халтура, с другой возвращение к корням. Напишите в комментариях, что вы думаете про такой реюз анимации. Итак, 2,5 главы окончены. Во второй половине 6 главы наши герои расспрашивали Киширику про иссушающую болезнь, но это, видимо, решили оставить на следующую неделю. А я напомню, что мы через 2 часа на Твиче будем смотреть эту серию и новую серию Блича. А завтра в 7 вечера приходите на стрим обсуждения. Поделимся своими впечатлениями, а затем проведем аукцион. А на сегодня все. Всем удачи и всем пока.